Я приветствую вас на своем канале. Сегодня среда, а значит мы снова говорим о техниках естественного омоложения для нашего лица. И я очень признательна вам за то, что вы посвящаете свое время, свое внимание моим полезным видео, которые выходят по средам на эту тему. Меня зовут Лизавета Царькова-Голофаст, я тренер по гимнастике для лица. Да, в простонародье фейсбилдинг, иногда фейс-фитнес, иногда фейс-йога, но идея, функционал и цели одинаковые. Также я практикующий физиогномист. Я делаю физиогномический анализ лица, составляю психологические портреты личности. Я консультирую как индивидуально, так и пары. После таких консультаций вы можете получить также коучинговую сессию. Также я автор курса «Опасные мужчины», но это только для женщин. И о чем этот курс вы можете увидеть в одном из моих видео. Вот здесь есть подсказка. Полюбопытствуйте. Итак, сегодня снова про фейсбилдинг. И я очень хочу поделиться с вами своим практическим опытом. В понедельник у меня была консультация с одной клиенткой. И мы разбирали очень интересную ситуацию. У нее худое лицо. В результате стрессов она потеряла много веса. Ей 45, и у нее лицо съехало. Более того, у нее ярко выраженная асимметрия на правую сторону. Она вполне обоснованная. И вот эта женщина решила привести свое лицо в порядок, потому что с точки зрения эстетики страдает очень сильно ее восприятие и ее самооценка. Смотрите, что она сделала. У нее есть платная версия чата GPT. Все знают, что такое чат GPT и его разновидности. Она сделала несколько видео, она сделала несколько фото, она загрузила в чат GPT все свои данные, то есть ее режим дня, как она живет, стиль жизни, где и кем она работает, да, все ее параметры. И GPT-чат разработал для ее лица упражнения, которые, скажем так, частично издалека напоминают упражнения из того курса гимнастики для лица, который преподаю я. Окей, упражнений на самом деле не так уж и много. Я имею в виду сейчас полезные упражнения, которые решают конкретно проблемы с лицом, проблемы асимметрии, проблемы провисания, проблемы отсутствия тонуса мышц, проблемы наличия спазмов в лицевых мышцах, проблемы общей ослабленности лицевого каркаса. Так вот, чат GPT ей разработал эти упражнения. Казалось бы, все чудесно, но не тут-то было. Она начала делать эти упражнения. Но дело в том, что чат GPT не может ей сказать, правильно ли она их выполняет. А она очень сильно обеспокоена тем, что она, возможно, выполняет их неправильно. Она делала это какое-то время, результата ноль результата. И у нее появился страх, что она что-то делает неправильно. Вот знаете как? Я думаю, что мои ученицы, они здесь есть, вот среди вас есть мои ученицы, которые были у меня на курсе, они знают, что такое, когда специалист, я тренер, да, когда тренер координирует твои движения, выставляет тебе правильно руки, контролирует и проверяет, чтобы ты правильно сделала фиксацию определенной пары или группы мышц. Вот мои ученицы это знают, они знают, как это делаю я. GPT-чат вам руки не поставит. Так вот, она ставит руки, снимает себя на фото, отправляет GPT-чату, и он не может ей толком сказать. У нее одни сомнения наслаиваются на другие сомнения, и она думает, что-то не так, я боюсь себе навредить. И знаете, эта мысль, она логична и она обоснована. Сейчас эта ситуация происходит просто с современными технологиями. Но раньше эта ситуация вот абсолютно такая же самая
происходило со всеми теми, кто пытался, кто покупал курсы из серии за $1 50 упражнений для лица, либо открывал в YouTube бесплатные, вот как я иногда даю кое-какие упражнения, открывал прямо бесплатные комплексы и пытался делать самостоятельно без сопровождения тренера. Обычно из этого ничего хорошего не получается. Объясню почему. Для того, чтобы упражнение сделать правильно, надо правильно зафиксировать руки. Например, давайте я вам сейчас вот покажу один пример. Возьмем упражнение, например, для губ. Да? Например, для губ. Надо зафиксировать уголочки губ пальцами, правильно зафиксировать, да? Открыть рот и центры губ, верхние и нижние губы тянуть друг к другу. Вы знаете это упражнение, я его уже где-то давала, оно очень классное, эффективное, правда, если вы правильно делаете. Вот, зафиксировать и тянуть к центру, друг к другу и в противоположную сторону. Руки должны правильно фиксировать углы рта. Если углы рта не зафиксированы, вы не сможете сосредоточиться на вот этих двух точках, потому что углы рта будут забирать на себя эту нагрузку и выполнять ее вместо этих точек, и вы их не проработаете как следует. Вы их проработаете немного, но не так, как нужно. Есть более комплексные, более сложные упражнения, когда мы прорабатываем щеки, бульдожьи щечки. Когда мы прорабатываем скулы, это сложное комплексное упражнение. Там, если вы не фиксируете нижнюю челюсть, либо не фиксируете центральные мимические мышцы, у вас упражнение теряет полностью смысл, потому что не идет нужная нагрузка на нужную группу мышц, понимаете? Но если вы никогда не видели, как это упражнение делается, вы его не сделаете правильно. Для этого существую я, существует тренер, который координирует ваши движения и ставит вам руки правильно. У нас с этой клиенткой было пробно-консультационное занятие. Надо будет записать на эту тему прямо вот отдельное видео. Вот обещаю, запишу. Пробно-консультационное занятие служит для того, чтобы сделать диагностику состояния мышц лица. Прежде чем давать курс упражнений, надо понять, что мышцы из себя представляют на данный момент времени. И вот мы делаем, проводим это занятие. Я ей даю упражнения, говорю, как ставить пальцы, где фиксировать, как что держать и как это выполнять. И вы думаете, она все делает идеально с 5-го раза? Нет. Она ставит не те пальцы, не туда. Я говорю указательный, она ставит средний. Говорю на сантиметр ниже. Лица у всех разные, надо смотреть по ситуации. То есть я вижу ситуацию, и я могу пальцы поставить правильно на нужную зону. Я ей говорю, эта рука съехала, эту руку, говорю, отлепи от лица и поставь на место. Переставь, пожалуйста. И только после того, как отлажена позиция рук, внимание, позиция рук, это важно. После того, как она правильно поставила руки, она начинает выполнять это упражнение. И оно у нее получается. Несмотря на то, что у нее полностью лицо, мышцы лица атоничны, они слабые, они не работают. Тем не менее, она начинает это упражнение делать, и оно понемножечку идет. И оно получается. Да, потому что есть координация. А до этого она мучилась с похожими упражнениями, она просто мучилась. Она сфотографирует, ей же надо не просто руки поставить, ей же надо еще нажать на кнопку телефона, чтобы это сфоткать. Ракурс, искажение селфи-камеры. Вы думаете, селфи-камера не искажает? Искажает. Искажение селфи-камеры. GPT-чат, он видит, как видит. Что он может порекомендовать? Что он может вам сказать? То есть упражнения, которые занимают там 6-7 упражнений, занимающие полчаса, у нее превращаются в 2 упражнения на целый час с вот этими всеми взаимодействиями с GPT-чатом. И она при этом остается в сомнениях и в страхе, что она сделала что-то не так. Смотрите, в фейсбилдинге действительно есть
такой эффект, если вы неправильно фиксируете руки, либо не фиксируете пальцами мышцы в правильных местах, вы можете создать себе дополнительные заломы. Мы не говорим за один раз, мы говорим о систематической ошибке, которую вы по незнанию повторяете изо дня в день, вместо того, чтобы взять консультацию специалиста. Я есть, я существую. В Инстаграме, у меня в профиле ссылка, на Фейсбуке, в мессенджере меня легко найти на Фейсбуке. Вот мое имя, пожалуйста. Присоединяйтесь ко мне в друзья. Я знаю, что вы не любите Фейсбук, но тем не менее. Спросите меня, возьмите консультацию, и я вам руки выставлю, и вы будете уверены в том, что вы все делаете правильно. ChatGPT классная штука, но не во всех случаях. Всегда, во все времена, девочки, была категория женщин, которые приходили ко мне на фейсбилдинг с сомнениями, что они делают что-то не так, в страхе, что они сделают что-то неправильно, не будет нужного эффекта. Вы пытаетесь от заломов избавиться, и вы их себе делаете, потому что вы делаете вот эти вот ошибки. Вот, всегда такое было, и это правильно, и это нормально. Всегда берите консультацию специалиста. Никто, никакой чат GPT, может быть, в будущем придумают какой-то 3D, там, 3D как-то диагностику. Но на данном этапе, честно говоря, в его компетенции я сильно сомневаюсь. Возможно, он и подберет вам нужные упражнения, но он не может отсканировать ваше лицо в динамике ваших мышц. Еще раз, динамика работы ваших мышц. Это может увидеть только человек своими глазами, знающий, куда смотреть. Фух, я наумничалась. Так, для тех, кто меня не очень хорошо знает, либо видит в первый раз, вы можете познакомиться с моей историей, как я стала тренером по фейсбилдингу. Сейчас здесь ссылочка появится. Вот посмотрите, пожалуйста, это видео. Оно очень простое, очень короткое. Вот, что я еще хотела сказать. Хотела спросить у своих постоянных зрителей, постоянных моих подписчиков, как вам звук? Мне подарили микрофон на день рождения позавчера. И теперь, как мне кажется, я с хорошим звуком. Вот дайте, пожалуйста, вашу обратную связь, как вам звук. Теперь, знаете, как теперь я всегда буду с таким звуком. Вот. Еще раз спасибо вам за внимание. Пожалуйста, если вы правда хотите привести лицо в порядок естественными методами, среди которых гимнастика для лица, фейсбилдинг стоит на первом месте, обращайтесь за консультацией к живым специалистам. Увидимся через неделю. Видео, которое обещал, запишу обязательно.